Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Пришла посылочка, я вот ее уже открыл. Я как-то снимал видео про ремонт регистратора, и мы заказали конденсаторы. Суперконденсатор 2,7 вольта, 7 фарад. Конденсаторы пришли немножко не такого. Я заказал 4. Немножко другого формата пришли, сейчас я покажу. Опс. Вот все саморезики выскочили. Ай-яй-яй-яй. Так, сейчас соберем все в кучку. Надеюсь, здесь все в сборе. Я забыл, что там куча мелких саморезов. Так, вот его корпус. Вот то, с чем мы работали в последнее время. Так. И вот теперь надо посмотреть на то, что пришло. В общем, вот эти вот конденсаторы у нас умерли, а вот эти вот пришли. И теперь у меня вопрос возникает, поместятся ли они в этот корпус. Ну, блин, что-то у меня есть сомнения. Ну, давайте сделаем так. Сейчас мы впаяем эти конденсаторы на свои места и попробуем вообще, будет ли у нас работать данный аппарат с этими конденсаторами. В них ли проблема? Если проблема еще в чем-то, то все равно нам придется заказывать и ждать. Вот, что не очень хочется, потому что опять-таки здесь купить их мне негде. Так. Сделаем вот так. Так, берем наш коврик. Надо отмыть электролит. В принципе, он отмывается любым растворителем. Итак, после того, как мы все отмыли, можно продолжать. Разберемся, как у нас было припаяно. Так, плюс с этой стороны, минус с этой стороны, и второй то же самое. Так, для того, чтобы нам впаять, нужно сначала убрать отсюда излишки припоя. Включаем паяльничек. Так, надо аккуратненько. Ага. Надо аккуратно убрать излишки припоя. Не разогрелся еще. Паяльник чуть-чуть погорячее сделаем его. Нет, надо менять жало. Так, сейчас поменяем. Итак, меняем жало на потолще, чтобы у нас инерция была при нагреве, сохранялась. Так, убираем тонкое жало в сторону. Оно еще горячее, блин, не успело остынуть.
Так. Пусть здесь лежит. Так, включаем опять паяльничек. Кто-то скажет, у меня old school. Очень часто канифоль использую. Да, я при наличии сейчас разных всяких флюсов и так далее люблю канифоль. Во-первых, у нее запах приятный. Ну, во-вторых, я немножко привык за свою жизнь использовать именно канифоль. Так, у нас толкается. Очень неудобно, потому что с той стороны объектив, и он не дает вложить. Так, ну вроде получилось. Теперь конденсаторы у нас с этой стороны. Если вдруг они поместятся, нужно будет их здесь и оставить. Поэтому разбираемся. Минус у нас обозначен как минус. Вот он, полосочками. Ну и по длине ножек, плюс длиннее. Устанавливаем все в свои отверстия. Так, ножки у нас чуть толще, я так понял. Либо там просто остался припой еще. Так, ну это не страшно, в принципе, мы можем чуть-чуть подогреть, да, и она пролезет. То же самое со второй ножкой. Как всегда, она упрямится, не хочет, но надо заставить. Так как нам нужно будет положить, то ноги сразу можно ему загнуть и посмотреть, куда он ляжет. Вот так. Все, значит, на этом расстоянии можно припаивать. Так. Теперь берем второй и проделываем то же самое. Плюс длинная ножка, минус короткая. О, этот залез сам. И уговаривать не пришлось. Так, делаем на одинаковое расстояние, чтобы эстетически было приемлемо. Вот так. И припаиваем это все. Спецприпоем.
Так. После того, как это все припаялось, обрезаем излишки выводов. Ну и попробуем его запустить и посмотреть, что будет. Так, вот у нас вторая камера. Так, камеру вставляем. Питание. Так, питание у нас вставляем. Ну и включаем. Посмотрим, что получится. Так, грузится. Так, ну что, у нас есть картинка с обоих камер. Вот так вот. Так, загорелось зелененьким. Я так понимаю, что он у нас SD-карту увидел. Давайте попробуем, что он у нас теперь умеет. Так, настройки. Так, и у нас тачскрин сбит. Так, да, сбит на совсем. Сейчас попробуем. О. Так, вот нажимаю на иконку, у нас срабатывает ниже. То есть вот высоко надо, вот здесь где-то. Так, настройки тачскрина. Ой, я даже не знаю, что тут. Вот настройки тачскрина. Так, вот у нас идет надпись. Настройка не удалась, попробуйте еще раз. Настройка не удалась. Попробуйте еще раз. Ну давайте еще раз попробуем. Настройка не удалась. Тачскрин не настраивается. Ну, как бы дальше я не знаю, даже надо ли его ремонтировать дальше. Смысла немного. Ну, давайте перезагрузим. Посмотрим, что у нас записалось, если записалось. Так. Как-то он работает, как-то. То есть, ну, не сказать, что прям замечательно, но что-то есть. Так, вот они. Папочки. Вот есть два файла. Один пораньше, другой попозже. Вот тот, который мы записывали. Вот, это то, что я записывал на чуть раньше. Вот, развернуть можно. Да, обе камеры пишут. Но точности нет, я даже не знаю, есть ли смысл его как бы... Можно, конечно, как-то использовать, но, по-моему, это все коряво. Я бы не хотел это у себя иметь такой аппарат. Но, тем не менее, он как Blackbox, он как бы работает. То есть на флешку пишет, с флешки можно изъять какие-то данные. Качество достаточно приемлемое. Ну вот, в принципе, я не знаю даже. Давайте соберем. Хотя мне, честно говоря, не нравится. Так, выключаем.
собираем. Так, что у нас? Я уже не помню, что у нас здесь откуда появилось и куда чего пошло. А, у нас же еще может и не собраться. То есть как бы хорошо-то хорошо. Да не все так гладенько. Так, сейчас попробуем все это собрать на место и чтобы оно еще и работало. Так. Возьмем нашу любимую отверточку. Так. Здесь наконечник немножко надо сменить для закручивания. О! Не такой. Так, сейчас примерим. Оно, вроде оно должно закрутить. Итак. Так, собрали. Интересно, теперь поместится у нас или не поместится в корпус. Так, ага, у нас еще вот здесь есть нюанс казус. Так, это у нас динамик, плюс-минус не указан. Ну, я думаю, здесь не сильно критично, где у нас плюс, где минус, потому что это не пьезоэлемент, а обычный динамик. Поэтому я думаю, что мы его соберем от балды, и он будет все равно работать. А теперь можно и собирать. У кого пальцы потоньше, тому, конечно, удобнее будет. Ну вот, как-то так. Так, и сейчас попробуем его засунуть внутрь. Так, ну что могу сказать, как ни странно, помещается. Удивительно. Ну, ладно. Повезло, будем считать. Так, все собралось, все стало на свои места. Ладно. Туда, отсюда. Так, еще раз. Вставляем. Меряем. Так, объектив на месте. Здесь все на месте. Выключатель работает. Флешечка на месте. Итак, теперь еще разок собираем. Так. Так,
Далее краешки пойдут. Так. Один сверху и один снизу, как мы помним, был под наклеечкой, если помним. Так, вот там. Он не хочет. Итак, мы все собрали. Подключаем еще раз. Так, где у нас камера? Задняя, передняя. Так, включаем. Пошла загрузка. Пошла запись. Вот обе камеры. Ну что могу сказать? Поздравляю нас с тем, что у нас что-то заработало. То есть как бы просмотреть можно. Что-то можно посмотреть, что-то можно... Вот идет запись. То есть как бы вот то, что сейчас я включил. Вот то, что мы сейчас запустили. И то, что вот я показывал. Все, запись есть. Ну вот теперь вопрос, нужна ли такая камера кому-то, где тачскрин, ну, некорректно работает, так скажем. То есть, в принципе, его можно, конечно, куда-то вот попереключать, посмотреть, но надо попадать. То есть переключение на другую камеру нету. Ну и оно есть, но тут надо найти. То есть тачскрин работает не очень корректно. О, вот можно стереть. Стереть тоже вот на кнопку, нажимаю не на кнопку, а где-то непонятно где. Ну то есть если кого-то устраивает вот такой вот ремонт, то в принципе можно. Но я считаю, что толку мало. Лучше купить новые. Все-таки если вы считаете, что это ваша безопасность, то за безопасность лучше заплатить. Вот опять-таки я не могу выйти из режима. То есть, ну, это вот я жму аж в углу, а тачскрин срабатывает на кнопку, которая ищет кнопку поиска. И вот она растянутая, не знаю, что, неправильно. Мне не нравится. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Далее ремонт, я считаю, нецелесообразный. То есть, в принципе, я это делал для того, чтобы показать, насколько мало смысла в том, чтобы ремонтировать такие вещи. Вот его, ну как бы, чтобы можно с ним бороться, биться. Вот он сейчас выключился, опять включаю, он пойдет сразу на запись. То есть, в принципе работает. Но мне не нравится. Вот.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Рекомендуйте канал своим знакомым. Ну, если кто-то захочет починить, можете как бы также разобрать, попробовать починить. Не знаю, насколько смысл. В общем, всем удачи. Увидимся в следующем видео.